Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня очередной хобби-влог. Давно уже не снимала. Все как-то не судьба. А, Хочу показать, что сегодня раскрашиваю. Заодно показать вам небольшой подарок от моей подписчицы. Ну и просто поболтать, наверное. Первое, что покажу, я достала вот загадочные кошки, картины, пазлы. Сижу с ними уже 2 дня, честно говоря, уже замучили они меня прям, до ужаса. Я начала листать эту раскраску, думаю, пораскрашу, давно не доставала, и заметила, что у меня здесь 3 иллюстрации всего лишь осталось, 4 кошки, но мы красим здесь преимущественно серой всегда. И у нее последняя вообще была уже раскрашена, а у меня с последней 4, да. Ну, я думаю, что ее уже хранить, собственно говоря, ждать и растягивать на полгода удовольствие. Я решила ее закончить. Раскрасила, собственно говоря, все, за исключением... книга огромная, не знаешь, как ее вам показывать. И остался у меня вот самый последний вот этот кот. Господи, он так смотрит, как будто он меня сейчас сожрет, этот кот. И вот мне осталось, собственно говоря, совсем чуть-чуть раскрасить. Ну и конец. Кстати, вот он в марте как раз и должен быть. Поэтому мы, если не ошибаюсь, пропустили декабрь, январь, февраль. Пропустили. Или январь, февраль. Я не помню, почему какие-то несколько месяцев не красили сыры здесь. И кот у нее был вот этот последний раскрашен. Вообще злюка, конечно, обалденный. Такой синеватый получается. Я брала браш, он сам по себе-то, видите, серый, но красит прям синим. Но это не критично и не... Да, в общем-то, меня так устраивает, потому что всегда серый и коричневый красить этих котов, ну, неинтересно будет. Пусть будут немножко такие разные. Я вообще хотела взять какой-то совсем нейтральный цвет, ну, не подходящий, скажем так, для зверушек, зеленый, еще что-то. Но уже решила, думаю, раз начала, пусть будет такой вот в синеву уходящий котик. Ну и, собственно говоря, докрашиваю. Ну и докрашу сегодня, и раскраска у меня закончена. Вот такие у меня сегодня план работ на сегодня, скажем так, потому что достаточно поздно уже сегодня села. Ну и раскраска будет закончена. Это основное, что я эти 2 дня красила потихоньку, так знаете, они вроде и ерундовые, но и в то же время много времени занимают. Ну и что прям пыль. Что хотела вам еще показать. Мне моя подписчица Олеся. Олесь, привет тебе и спасибо огромное. Сделала вот такой небольшой подарочек на 8 марта. К 8 марта сделала заказик. Ну и когда он пришел, она позвонила, сказала: Оксана, сходи забери. Написала, точнее. Вот такая вот раскрасочка. Антистресс, совушки. Все уже, я думаю, знают, что я люблю безумно сов. Моя любовь, совушки. Ну и, собственно говоря, раскраска тоже с совушками. Вот такая вот милейшая. У нее такой удобный небольшой формат. Давайте посмотрим с вами. Это издательство АСТ, Москва. Совушки. Здесь двухсторонняя иллюстрация. Вот, вот такие вот красавицы. Здесь вот такие. Единственная, бумага тонковатая, конечно, в этой раскраске. Ну, я думаю, это не проблема. Опять же, можно карандашами красить. Может быть, фломастеры какие-то будут выдерживать эту бумагу. Посмотрим, попробуем. Я думаю, не критично. Есть вот такие даже замечательные совы. Прям очень мне понравилось. Спасибо, Олесь, огромное еще раз. Приятно. Ну и то, что подарок, да, такой сюрпризик небольшой. Ну и то, что любимые совушки, тоже вдвойне приятно. Такие совы замечательные. Здесь есть вот такие. Вот такая вот красота. Посмотрите, какая прелесть. Здесь тоже вот
Сначала посмотрела, первый раз, когда листала, думала, что тут совсем нет сов. А, Такая вот новогодняя замечательная иллюстрация. Очень классные совета, прям на любой вкус, то есть можно красить, да. Понятное дело, здесь много очень таких стоковых рисунков, но мимичности это не убавляет. А наоборот, мне кажется, прям такая легкая, классная отдыхалочка. Ну, наверное, для тех, кто любит сов. Мне говорили, здесь есть из этой серии еще собачки, овечки, ежики. Надо будет присмотреться, поискать. Ой, у меня, кажется, поехала книга. Да что ж такое? Съезжает. Убегает раскраска. Положила рядом, а она едет. Не дает мне... Падает. Вот такая вот прелесть. Здесь вот, посмотрите, какие замечательные совы. Вот такие вот с овечками совушки. Вот такая прелесть. Я думаю, можно выбрать любую, на любой вкус и раскрасить. Посмотрите, здесь вот и зайцы, и ежики, и кого только нету. И совы, и лисички, и какие-то олени. В общем, здорово. Вот. Есть вот такие. Вот, посмотрите, какая прелесть. Очень красивый такой филин. Вот, опять со зверушками. Вот такой разворот. Я так думаю, что это разворот, хотя не факт. Здесь потому что кабаны, здесь просто совы. Но смотрится, как будто это один большой разворот. Вот такая вот прелесть. Здоровские совета. Так что у меня теперь, ну вот можно будет фломастерами, допустим, тот же Fix Price попробовать здесь, да, непосредственно последнюю. Здесь их не так много, не знаю, не написано сколько совушек, сколько тут страниц, точнее, не совушек. Ну, вот преимущественно можно красить. Очень рада, очень довольна. Олесь, спасибо тебе огромное. С удовольствием буду красить. Тут даже есть грибы мои любимые. Тоже. Тоже у меня еще одна любовь раскрашивать. Да, совы, грибы. Буду с огромным удовольствием красить. Ну вот, можно, смотрите, пасхальная такая сова. К Пасхе можно раскрасить. Тут яички, цыпленок. Здоровски. Прям с огромным удовольствием буду раскрашивать. Ну, не знаю, давайте попробуем что-нибудь здесь начать красить. Так, постольку, поскольку немножко, может, что-то раскрасим с вами. Бумажка белая, самое что ни на есть обычная. Мне не совсем удобно лежит раскраска, поэтому я так исключительно показать, да, вам, что можно красить в ней, не боясь, не страшась, можно раскрашивать. Не знаю, можно взять что-то потемнее даже. Немножко наслоить можно, да, вот сделать их поинтереснее листочки. Вот. Поярче, поинтереснее. И наоборот. Так вот пройтись. Вот такая вот прелесть получается. С огромным удовольствием буду раскрашивать. Так, разобраться бы, где что. Иногда вот сразу-то и не разберешь иногда, где что. Такие вот
моментики. Вот такая вот у нас прелесть. Поздновато сегодня села красить уже, потому что дела были, по магазинам прошлись. Не знаю, как у вас в городе. У нас вроде бы и таких ажиотажей не было, как у всех, на товары, там, на что-то конкретное. Ну вот, знаете, до смешного приключилась история сегодня. Мне нужно было купить все женские, да, штучки, прокладки. Нужно было купить ватные диски, прокладки взять. Вы знаете, я когда смотрела, другие девчонки рассказывали, писали, что у нас в городе, ну, что вот все скупают, все хватают. Я как бы посмеялась, думаю, да ну, ерунда какая-то. Не знаю, все у нас все спокойно, все тихо, все хорошо. Посмеялась, да и все над этим. Как бы думаю, ну, наверное, шутят девчонки. Ой, вы не поверите, каково было мое удивление, когда вот я сегодня столкнулась, мне нужно было купить. Я пошла в магазин, и вы не поверите, а в магазинах ничего нет. Пусто. Я была в легком шоке, как так? Я зашла в несколько магазинов, я даже зашла в аптеку, а прокладок нет. Вы представляете? Это какой-то вообще кошмар. До смешного. Хорошо, я пока была в одном магазине. Там как раз приехала машина с товаром. Ну и мне девочка говорит, придите попозже, мы сейчас вот товар разложим. Наверняка там будут и коробки с этими тоже причиндалами. И я подождала до вечера, шла в магазин, понятное дело. Уже для себя тоже решила, знаете, не потому, что все подряд хапают, и мне край нужно тоже нахапать, а исключительно из того, что, ну, как бы мне не хотелось бы опять потом ходить, кричать караул, где купить. Даже в аптеке не было, представляете? Поэтому я уже решила так взять больше, чем мне нужно. Я взяла тоже, не поверите, 5 упаковочек этих, 5 пакетиков, ну, прокладок. На меня в магазине смотрели как на эту ненормальную. Куда настолько нагребла. Ну, я решила, что, знаете, я в любом случае, ну, понятное дело, в любом случае это все используется. Я решила, что, ну, пусть лучше лежат, чем вот так опять буду бегать, потом кричать караул, что делать, где купить. Потому что я вот пошла сегодня в магазин уже ближе к вечеру, ближе к закрытию. Ну, думаю, уже, наверное, наверняка разложили товар, разобрали, выложили на полочке. И вы знаете, его там не было, ну, я не скажу, что там его было прям много. И вот так же там было, я вот одних я взяла, пришлось взять разные. То есть вот одного этого, как говорится, калибру не получилось взять одной марки. Пришлось взять несколько разных, потому что их, в общем-то, и не так уж много лежало на полке. Я не знаю, с чем это связано. Но навряд ли, наверное, целая машина товара приехала, и навряд ли там всего лишь 4 упаковки прокладок было в этой машине, правильно, в коробке. Потому что я пришла в магазин, в магазине уже, несмотря на что дело к вечеру, к закрытию, а народу много, и все покупают. То есть я так подозреваю, что все-таки, ну, может, не дерутся, не хапают, но разбирают. Прям так хорошо. И да, это ужас. К слову сказать, я взяла 4 или 5 упаковочек взяла прокладок. Мне нужны были еще, взяла одноразовые пеленки и пачку. И ну, такие не самые дорогие, я бы сказала, наоборот, самые простенькие. И взяла ватные диски, упаковочку эту. Вы не поверите, у меня чуть глаз не выпал. 1600. Там еще с копейками. Грубо говоря, если округлить, 1700 отдала за вот это все. Это вообще кошмар какой-то. Я даже поначалу не поняла, когда она мне цену сказала за все это. Я, конечно, да, не знаю, куда уж дороже-то еще.
Вообще прям с ума посходили. Что с ценами, что хватать. Ну вот поэтому, наверное, цены еще таким образом искусственно поднимаются, потому что люди хапают в магазинах, наверное, думают, ну все равно купят. Особенно сейчас под такой вот ажиотаж. Это какой-то кошмар. Я просто не знаю. Честно говоря, я была в легком шоке, когда вот столкнулась с этим. С ума посходили народ, я не знаю, зачем, куда. Ну вот я говорю, многие, может, сегодня в магазине, может, на меня также посмотрели, но я говорю, приходится брать, приходится тоже набирать прямо с запасом, потому что, ну вот, а потом где это все искать, где покупать? Это какой-то кошмар. Народ просто сходит с ума. Я еще понимаю сахар, колбаса, но вот все остальное, это, конечно, полный трэш. Да. Пишите, как у вас с этим обстоят дела в магазинах, что у вас. Тоже так расхапывают или нет. Будет интересно. Такие вот получаются красивые листочки. Я, конечно, еще пораскрашиваю. В целом, вполне легко. У меня здесь разные карандаши. Тут у меня и Лира, и Пабло, и чего только нет на столе рядом. Поэтому я, в общем-то, из расчета, что под руку попалось, тем и крашу. Не принципиально, да, решила потестировать, попробовать немножко. Достаточно легко красится, хорошо. С бумагой проблем нет. Ложатся любые. Я всегда, кстати, почему еще многие говорят, да, конечно, рисуешь Лирой. Вот как раз-таки ничего подобного, ничего не, конечно, потому что Лира очень капризный карандаш, и на плохой бумаге она просто не пишет, не рисует, не хочет она не раскрашивать, ничего. Здесь вот, как вы видите, достаточно ярко, хорошо все получается, поэтому проблем с этим не будет. Я думаю, даже с другими карандашами. Ну, по крайней мере, с Лирой не произошло из Пабло этого здесь. Тут буду раскрашивать теперь. Олесь, спасибо тебе еще раз огромное. Буду пользоваться, буду раскрашивать. Докрашу сейчас своих котов, потом докрашу, пораскрашу еще совушек. С вами буду прощаться. Такой небольшой легкий влог. Скорее больше, чтобы показать, похвастаться. Ну и немножко с вами поболтать. Спасибо, что зашли, что посмотрели. Огромное спасибо, что несмотря ни на что заходите, смотрите, поддерживаете. Я на всякий случай завела на Дзене канал. Не знаю, очень не хотелось бы уходить с Ютуба. И пока есть возможность, я буду так или иначе снимать именно тут на Ютубе. Но иногда и все-таки закидываю на Дзен видяшки с Ютуба, потому что, ну, если все-таки нас вынудят и нам придется уйти, то тогда уже буду непосредственно конкретно на Дзене. Ну и я думаю, все знают, что из-за того, что Инстаграм закрыли, опять же, вынуждена, да, не то чтобы закрыли, но с VPN-ами не совсем это удобно, не все открывают Инстаграм, поэтому по большей части тоже части сейчас ВКонтакте. Поэтому, если что, рассказала вам, да, где искать, где смотреть, где быть, если вдруг начну теряться, не теряйте. Да, я думаю, кому нужно, всегда найдут, всегда будут на связи. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем хорошего, несмотря ни на что, настроения весеннего. Ну и пока-пока.